Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые яркие следки. Данные следки можно вязать из остатков пряжи. Каждую полоску можно вязать разными цветами. Если вы хотите однотонные, можно и однотонные связать. Данные следки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3 миллиметра. Давайте разберем принцип вязания данных следков. Данные следки состоят из такой вот заготовки. Для правой и левой ножки заготовки будут отличаться вот этой выемкой. Я вам нарисовала наглядно, как будет выглядеть наша заготовка на правую и левую ножку. На одну ногу у нас будет выемка с одной стороны, на вторую ногу с другой стороны. Данные следки регулируются на размер ноги именно длиной нашего полотна. Высота нашей детали для взрослых следков идет одинаковая. Данные следки я вязала на размер от 35 до 37. Сбоку я вам оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина. Средний я возьму 36 размер. И для 36 размера соответствует длина стопы 23 сантиметра. Так как у нас следок идет с одной стороны ноги и с другой стороны ноги, мы эти 23 сантиметра умножим на 2, и у нас получится 46 сантиметров. От 46 сантиметров я отниму 6 сантиметров на растяжение. И у меня моя заготовка должна будет получиться 40 сантиметров. Вы рассчитываете данные сантиметры для своего размера ноги. Вот смотрите, моя заготовочка 40 сантиметров, как мы и рассчитывали. Это у нас будет длина вот этой вот части. 40 сантиметров в моем случае. Убавлять петли как вот с одного края одного следка, так и с другого края другого следка мы будем по 10 петель. 10 моих петель у меня составляют 5 сантиметров. Высота моей выемки будет 5,5 сантиметров. Примерно наша выемка должна быть одинакового размера. Полсантиметра ничего страшного здесь не сыграет. Главное, чтобы вот смотрите, наши стороны хорошо вот сходились и можно было ровненько сшить. Высота моей детали до убавления петель составляет 6,5 сантиметров. Общая высота детали 11 сантиметров. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен. Если вам понравились данные следки, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Вязать я буду спицами круговыми 3 мм. Длина спицы моей 60 сантиметров. Для набора я возьму вспомогательную спицу чулочную и буду набирать на 2 спицы. Начинаю вязать я ниточкой синего цвета и набираю 70 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста. После того, как все петли набраны, я чулочную спицу достаю, она нам больше не нужна. И теперь буду вязать круговой спицей. Первый ряд. Первую кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем снимать. Там, где мы меняем ниточку на другой цвет, мы кромочную петлю провязывать лицевой будем. Только где меняем ниточку. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля всегда у нас вяжется изнаночной петлей. Таким же образом мы с вами довязываем первый ряд до конца. Мы с вами провязали первый ряд. Переворачиваем наше вязание и приступаем ко второму ряду. Второй ряд вяжется так же, как и первый. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной.
Таким же образом мы с вами довязываем второй ряд и самостоятельно должны провязать третий и четвертый ряд. Встретимся, когда провяжем 4 ряда. Я провязала 4 ряда платочной вязкой. Все петли лицевыми, как в лицевых рядах, так и в изнаночных. Смотрите, у меня здесь получается вот наша наборная косичка и 2 дорожки платочной вязки. Если показать на готовом слитке, мы с вами вот эту вот полосу провязали. Далее нам надо провязать желтую полосу, фиолетовую и также само сохраняя рисунок, синюю, желтую, фиолетовую. После того, как мы с вами провяжем вот эту фиолетовую вторую полосу, мы с вами будем запускать часть петель. Смотрите, так как у нас идут слитки полосатые, синенькую ниточку мы с вами не будем обрезать, просто ее будем поднимать вверх. Вот эту вот наборную ниточку сразу можете спрятать, для того, чтобы она не мешалась. Прячем любым удобным для вас способом. Присоединяем нить желтого цвета. Вот я просто прикладываю ниточку желтого цвета и кромочную петлю, как я говорила, при смене нити я не снимаю, а провязываю лицевой. И далее все петли вяжу лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Итак, мы с вами должны желтой ниточкой связать 4 ряда. Это получится 2 платочные дорожки с желтой ниточкой. Наборные кончики я буду сразу же прятать самостоятельно. Давайте мы с вами провяжем самостоятельно 2 ряда желтой ниточкой. Это у нас первый ряд, и второй ряд будет идти по изнаночной стороне. Далее я вам покажу, как синенькую ниточку поднять, чтобы не образовывались сильно большие протяжки. Я провязала 2 ряда желтой ниточкой. Теперь нам надо 3-й и 4-й ряд провязать также желтой ниточкой, но я синенькую мою ниточку перекручу желтой. И так она у меня поднимется чуть выше и не будет образовываться сильно большие протяжки. Вот синенькую ниточку подняли. И далее продолжаем вязать 2 ряда желтой ниткой. Первая кромочная петля снимается. И далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И так вот старайтесь поднимать ниточку в каждом лицевом ряду. Стараемся поднимать самую нижнюю сначала ниточку. Далее самостоятельно вяжем. Это у нас 3-й ряд идет желтой ниточкой. И 4-й ряд также самостоятельно будем вязать. Встретимся, когда провяжем 4-й ряд желтой ниточкой. Я провязала 4 ряда желтой ниточкой. После желтого цвета мы присоединяем нить фиолетового цвета. И таким же образом надо провязать 4 ряда фиолетовым цветом, чтобы получились вот такие вот 2 платочные дорожки фиолетовым цветом. Присоединяем вот нить фиолетового цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как цвет у нас меняется, и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Вы можете брать цветов столько, сколько вы захотите. Таким образом должно выглядеть ваше вязание. Далее вяжем самостоятельно. Смотрите, синим цветом мы полосу провязали, желтым провязали и начали вязать фиолетовую полоску. Вот у нас синяя, желтая и началась фиолетовая. Вяжем самостоятельно 4 ряда фиолетовым цветом. Это получается 2 платочные дорожки. Таким же образом нам надо связать синюю, желтую и фиолетовую полосу самостоятельно. Ниточки мы не обрываем, просто в каждом лицевом ряду мы просто их поднимаем. Встретимся, когда провяжем 6 полос разных цветов. В каждой полосе мы вяжем по 4 ряда лицевыми петлями, либо будет получаться у вас по 2 платочные дорожки. После того, как мы свяжем фиолетовую полосу, мы с вами часть петель будем запускать. Смотрите, я провязала до фиолетового цвета, но я фиолетовым цветом провязала не 4 ряда, а только 3. Давайте разберемся, как мы с вами будем часть петель закрывать и далее продолжим вязать.
В высоту моя заготовочка 6,5 сантиметров. В длину 40 сантиметров. Длину вы делаете под свой размер ноги. Высота у всех будет одинаковая. Далее нам надо разобраться, как связать слитки один левый, один правый. Смотрите, чтобы у нас вот этот вот скос в одну сторону шел, а в другом слитке в другую сторону и шел. Когда я вязала первый следок, я запускала первые мои 10 петель с этой стороны. И у меня получился вот такой вот следок готовый. Теперь нам надо сделать второй с вами следок и запустить петли с этой стороны. Получается, в одном случае у вас должно запущены петли быть с одной стороны. Это, допустим, у нас будет левый следок. В правом следке с другой стороны запущены 10 петель. Когда я вязала вот этот вот следок, первый мой, для того, чтобы у меня запустить петли вот с этой стороны, я 4-й ряд фиолетовой ниточкой также провязала и приступила к вязанию 5-го ряда фиолетовой ниточкой. И в 5-м ряду фиолетовой ниточкой я запустила мои 10 петель. Далее ниточку отложила и продолжила вязать синим цветом. Далее все петли. В том случае, когда вам надо запустить петли с этой стороны, смотрите, 3-й ряд мы с вами провязали. Теперь у нас 4-й ряд идет изнаночный. И вот именно в 4-м ряду, где у нас идет вот фиолетовая полоса, мы с вами запускать будем петли. Приступаем к вязанию 4-го ряда фиолетовой ниточкой. И в этом ряду мы с вами запустим сразу здесь же 10 первых петель. Первая петля снимается. Далее петля вяжется лицевой, вторая. И теперь первая петля набрасывается на вторую. Мы с вами запустили одну петлю. Далее лицевая. Первая петля набрасывается на вторую. Запущено уже 2 петли. 3-я петля. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. Петлю возвращаем на спицу. И вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание. 10 петель мы с вами закрыли. У нас на спице должно остаться 60 петель. Всего у нас было 70 петель. И далее все петли продолжаем вязать лицевыми. Вот это у нас будет идти как кромочная первая петля, просто снимаем. И далее вяжем все лицевые петли. Последняя петля вяжется изнаночной. Таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание. С этой стороны мы запустили с вами 10 петель. Все петли остальные вяжем так же, как мы вязали ранее. 10 петель, которые я запустила, у меня составляют 5 сантиметров. Смотрите, когда вы закрываете петли вот с этой стороны, как я сейчас закрыла, ниточки никакие не обрезаем. Просто поднимаем их дальше и вяжем этими же ниточками. В том случае, когда я закрывала петли вот с этой стороны, мне надо было обрезать ниточки, спрятать все кончики и присоединять нитки надо будет с того места, с которого вы будете начинать вязать. Далее у меня после фиолетовой полосы идет синяя полоса, сохраняя наш рисунок. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена нити. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Таким образом, как мы вязали ранее, только последняя петля у нас уже будет идти вот это. Нам надо связать с вами самостоятельно синюю полосу, желтая, фиолетовая, синяя и желтая. После того, как мы свяжем с вами желтую полосу, мы с вами будем закрывать петли и сшивать наш следок.
Вяжем самостоятельно 5 полос. Ну вот, я связала мою заготовочку. После того, как мы с вами убавили петли, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 дорожек цветных. 20 рядов лицевыми петлями. Вот так вот у вас должно получиться. Закончила я, когда у меня на спице желтым цветом также получилось 2 платочные дорожки. Общая высота моей детали 10,5 сантиметров. Длину детали вы регулируете под свой размер. Высота детали остается одинаковой для любых взрослых слитков. После того, как деталь наша связана, мы с вами должны закрыть петли. У меня это идет лицевая сторона. Первая кромочная петля снимается, вторая петля провязывается лицевой, теперь первая кромочная набрасывается на вторую. Далее одна вяжется лицевой, теперь первая петля набрасывается на вторую. И так мы с вами закрываем все петли. Регулируйте натяжение ниточки, чтобы наш край не получился сильно тугим. Таким же образом мы закрываем все наши петли до конца ряда. В самом конце у вас должна остаться одна петля. Я закрыла все петли, осталась у меня вот длинная петля одна, и я отрезаю ниточку, чтобы потом нам этой ниточкой всю нашу деталь сшить. После того, как обрезали нитку, продеваем в петлю и затягиваем. Край разровняли. Вот такая деталь у вас должна получиться. И кончик для того, чтобы сшить наш следок. Я вставила уже иголку в наш кончик нитки, который мы оставляли после того, как закрыли все петли. И теперь смотрите, каким образом мы будем сшивать наш следок. Переворачиваем на изнаночную сторону и сшиваем вот один наш шов. Получается второй шов и третий шов. В этом следке сейчас у меня осталась ниточка с этой стороны. Когда я вязала первый мой следочек, у меня осталась ниточка вот здесь вот. Сейчас мне удобнее всего продеть мою ниточку сквозь кромочные петли вот в этот уголочек. И далее я буду сшивать этот шов, подошву, оторву ниточку и потом этот шов сошью. Когда у меня была ниточка в первом моем случае с этого края, я сшила этот шов сначала, оторвала ниточку, закрепила и потом сшила мою подошву и носик. Смотрите, сквозь кромочные петли я продену мою иголочку и протяну нитку в самый уголочек, вот сюда. После того, как вот у нас наша иголочка находится в самом вот уголочке, мы начинаем сшивать наш вот этот вот треугольничек. Сшивать мы будем не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой вот такие вот петельки идут. Мы за них будем сшивать. Вводим иголку снизу вверх. С одного края, а с этого края, смотрите, у нас идут дорожки. Мы вот за кромочной нашей косичкой сразу вот за эти петельки снизу вверх вытягиваем ниточку и так сшиваем до конца нашего шва. Смотрите, сшивать надо равномерно. Петли может не сойтись, количество петель с одной и с другой стороны. Смотрите, чтобы шов наш был равномерный. Можно, если у вас не сходятся петли, в одну петельку можно и 2 раза вдеть иголку. И так мы сшиваем до конца весь шов. Я сшила первый мой шов. Далее мне надо сшить подошву. Подошву мы будем сшивать немножко по-другому. Вводим иголочку за кромочную, вот крайнюю дужку петли. С изнанки на лицо с одной стороны. Здесь также с изнанки на лицо за крайнюю дужку кромочной петли. С одного края, с другого края. С одного края, с другого. И так мы сшиваем нашу подошву до конца.
Встретимся, когда сошьем всю подошву. Я сшила мою подошву, и вот таким вот образом у вас должно получиться. Вот так вот она выглядит с лицевой стороны, вот так вот с изнаночной стороны. Никаких выступлений, уплотнений, ничего нету. Далее мы ниточку выводим на изнаночную сторону. Здесь ее закрепим и обрежем. Швы затягиваете не сильно туго, чтобы были они эластичные. И далее нам с вами осталось сшить вот этот шов. Будем сшивать таким же методом, как мы сшивали наш первый шов. Здесь вот в уголочке пропускаем иголочку. Нитку мы с вами не завязываем, а просто с вами потом ее спрячем. И далее будем сшивать наш шов. Не закромочные косички, а сразу за кромочной косичкой у нас идут дужки с одной стороны. И также вот со второй стороны. Сразу за кромочной косичкой. Теперь с этой стороны вот дужка идет наша. И с этой стороны сразу за кромочной косичкой. Старайтесь, чтобы сшито было равномерно с одной стороны и вот со второй стороны. И таким же образом нам надо сшить весь шов до конца. Я сшила все мои швы. И вот таким вот образом у нас сейчас получается. Если вам вот этой вот выемки для ноги много, и у вас слетает следок с ноги, тогда можно эту выемку немножко подшить ниточкой. Далее нитку прячем на изнаночную сторону, закрепляем и обрезаем. Далее нам осталось сделать обвязочку желтой ниточкой. Берем нашу нитку, для этого нам понадобится крючок примерно 3-3,5 мм. И вот с центра начиная делаем обвязку столбиками без накидов. Теперь в каждую кромочную петлю мы продеваем крючок, вот вторая петля, и соединяем их. Вторая петля. Обвязку делайте не сильно туго, чтобы краешек был эластичен. И таким вот образом в каждую петлю вводим крючок и делаем обвязку по всему кругу наших следков столбиками без накидов. После того, как вы спрятали все кончики, довязали до конца, вот такие вот два следка у вас должны получиться. Смотрите, один смотрит в одну сторону, другой в другую. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.